Всех приветствую на своем канале. Сегодня мы будем вязать мини-сумочку. Вот у нас есть такая фурнитура из эко-кожи размером. Донышко у нас размер 14 на 5 сантиметров. И клапан у нас размером 13 на 15 сантиметров. Так, два крючка. Основной крючок 4 и вспомогательный это 3,5, чтобы обвязывать донышко. И на цепочке у нас будет эта сумочка. Так, будем вязать из полиэфирного шнура толщиной 3 миллиметра без сердечников. Вот у меня он такой остаток. Здесь где-то около 100 метров. Такой красивый цвет моренго с люрексом розовым. Приступим. Так, вот у нас донышко, на котором сколько у нас? 32 дырочки. Мы будем увеличивать количество петелек. У нас должно быть 40. То есть будем делать прибавление. Будем делать прибавление в углах. Вот здесь 2 петельки, здесь 2, здесь 2. То же самое в противоположной стороне. То есть здесь 2, здесь 2, здесь 2. И 5. Раз, два, три, четыре, 5. И посерединке. По одному удвоению. Вот здесь и вот здесь. Так, можно приступать. Оставляем хвостик где-то около метра. Оставьте лучше метр 10, метр 20. Для того, чтобы плавно переходить по стеночкам самой сумочки, чтобы не было видно перехода. Так, и приступаем к обвязке. Так, начнем где-то вот здесь. Сначала берем крючок поменьше. 3,5 возьмем. Так, хвостик оставляем. Вяжем основной нитью. Обвязываем галочками в раскол. Так, здесь у нас удвоение. 2 петельки. Одна. 2. Одна. 2. Так, клубочек, чтобы не мешал. Здесь вяжем по одной, только посерединке делаем прибавление. Так, есть у нас серединка. Раз, два, три, четыре, 5. Вот здесь серединка. Здесь у нас удвоение, опять на углу, точно так же, чтобы было одинаково. Здесь одна петелька, здесь 2, одна, 2, до серединки вяжем, чтобы сделать удвоение, потом покажу, как закрыть. Закрывать будем дополнительной ниточкой. Так, здесь у нас удвоение. Так,
2 петельки на крючке и берем хвостик, который мы оставляли, вытягиваем. Все красиво подтянули и делаем такую фальш петлю. Вот так. Крючок просовываем с изнанки, протягиваем и возвращаемся обратно. Так, теперь еще сделаем провязку донышка косичкой, чтобы закрыть эти все дырочки. Так, где у нас основная нить? Это хвостик. Вот основную нить берем, протягиваем в петельку, опять ее захватываем и делаем вот такие вот косички. Сильно не затягивайте. У меня, конечно, дно плотное, но если оно у вас будет такое немножко мягкое, то тем более затягивать не надо, чтобы донышко у нас не пошло волной. Встретимся в конце ряда, покажу, что делать дальше. Так, подошли с вами к концу ряда обвязки. Вот у нас остается такая одна дырочка. Теперь через эту дырочку вытягиваем не основную нить, а хвостик, который мы оставляли. Вот этот хвостик. Вытягиваем его полностью. Тоже будем делать такую фальш петельку. Просовываем сюда крючок, вытягиваем эту нить. А теперь с изнаночной стороны, где у нас эта дырочка, вот здесь вот аккуратненько опять эту ниточку назад заводим. Вот такое донышко получается. Так, сколько у нас здесь? 40 петелек. Так, теперь берем основной крючок, это четверку. Ну, я вяжу четверкой, может быть, потому что я немножко так туговато вяжу. Может, кто-то более посвободнее, можно взять 4,5. Так, берем основную нить и будем вязать сразу основной узор не за вот эти вот, не за переднюю, не за заднюю, не полностью за косичку, а вот за заднюю эту как бы перемычку. Так, начнем отсюда. Так, смотрите, как начинаем вязание. Так, одна петелька, за перемычку вторая петелька, одна в одну и воздушная петля. Так мы будем начинать ряд. То есть у нас сразу идет основной узор. Так, потом снова в ту петельку, где уже у нас была одна петля. 1, 2. Так, красиво она вылезла. 2, 3 петельки на крючке, одна в одну и вот эти две вместе. Опять в предыдущую, в следующую, 3 петельки, одна в одну и 2 вместе. В предыдущую, в следующую, одна в одну, 2 вместе. Обвязываем по кругу. В конце ряда покажу, как закрывать. Довязываем ряд. Так, в предыдущую, следующую, одна в одну, 2 вместе. Предыдущую и в ту петельку, с которой начинали ряд. Одна в одну, 2 петли на крючке, берем хвостик, который мы оставляли, и пропускаем его через эти 2 петельки. Вытягиваем и делаем искусственную петельку, то есть вводим крючок вот под эту перемычку. Вот у нас есть ножка, и вот эти, такая первая перемычка, вводим сюда.
И протягиваем с обратной стороны. Вот здесь. Петельки подтянули. Так, хвостик убрали в сторону. И вот отсюда, вот сюда вводим крючок. Вот сюда. Начинаем новый ряд. Вот. Как бы галочки в раскол. Вот сюда вытягиваем нашу основную нить. Следующую галочку вводим. Вот смотрите, как с тыльной стороны. Захватываем нить. 2 петельки. Одна в одну и одна воздушная. Опять же, так начинаем ряд. Дальше в эту петельку 1 петля, во вторую петельку, вторая, 3 петли на крючке, 1 в одну, 2 вместе, 1, 2, 1 в одну, 2 вместе. Предыдущую, в новую, 3 петли, 1 в одну, 2 вместе. Дальше вяжем самостоятельно. Опять же, в конце ряда покажу, как закрыть красиво ряд. Дошли к концу ряда, довязываем ряд, берем 1 петелька в эту галочку в раскол, вторая вот эту, с которой начинался ряд, 2 петли, 3 петли на крючке, 1 в одну, и закрываем хвостиком, берем хвостик, протягиваем эти 2 петли, вытягиваем хвостик, крючок вводим с изнаночной стороны вот сюда и протягиваем сюда, подтянули немного, потом с изнанки вот так формируем, можно сказать, такую петельку. И смотрите, все ровненько, нигде не видно переходов. Так, вот хвостик наш, хвостик сюда, берем основную нить, начинаем следующий ряд, крючок вот сюда, захватываем основную ниточку, одну, во вторую галочку, 1 в одну, 1 воздушная. То есть ряд у нас всегда начинается так, именно для этого узора. Так, в ту же, в которую уже у нас шла петелька, следующую, 3 петли на крючке, 1 в одну, 2 вместе, предыдущую в новую, ой, 1 в одну, 2 вместе. Так, опять же самостоятельно вяжем до конца ряда. Еще раз покажу, как закрыть, и дальше будем вязать до нужной нам высоты. Подошли к концу ряда. Смотрите, еще раз показываю, как закрывать. Так, крючок в эту галочку и в ту, с которой начинали ряд. 3 петли на крючке, 1 в одну, остается 2, берем хвостик. Берем хвостик, все закрываем хвостиком. Вытягиваем ниточку, подтянули, крючок с изнаночной стороны заводим, вытягиваем, подтянули немножко, и вот здесь обратно его забираем, эту ниточку. Вот такая у нас получается, все ровненько. Смотрите, какое красивое донышко, как бы с двойной косичкой. Так, ну теперь вяжем до нужной нам высоты. Вот у нас основная нить. Начинаем
Опять также ничего не меняется. Так, вот здесь, где всегда уходит у нас этот хвостик наш дополнительный, вот тут мы всегда и будем начинать. Одна петелька, вторая, одна в одну, воздушная петля и вперед. То есть как закрывать я уже показывала несколько раз. Я думаю, справитесь. Вывяжем до нужной высоты и там покажу дальше, как пришивать клапан. Связала я нужную высоту для моей сумочки. У меня это получилось 16 сантиметров. Вот, получается, вот такая замечательная сумочка. Нигде не видно никаких переходов. В ширину она получается 17, в высоту 16. Сейчас закончим этот ряд. Так, вот у меня остался такой маленький хвостик. То есть метра 10. Хвостика, который мы оставляли, вполне достаточно. Так, заканчиваем. Хвостиком закрываем. Так, где у нас основная нить? Мы еще сделаем такую обвязку, чтобы у нас был красивый край. Так, вытягиваем нашу основную нить и будем делать вот такую косичку. Встретимся в конце ряда. Так, практически довязали нашу обвязку. Вот у нас остается одно такое отверстие. Так, сюда крючок вставляем и берем наш хвостик. Маленький хвостик, который у нас остался. Берем хвостик, протягиваем его. Вот эту ниточку нашу основную подтягиваем и делаем, как мы уже делали не раз, такую петельку. Все. Получилась у нас такая плотная, красивая окантовка. Так, смотрите, какая плотная, замечательная сумочка. Нигде не видно никаких переходов, ничего. Какое красивое донышко. Плотненькое. Цвет замечательный, конечно. Так, обрезаем ниточки, прячем хвостики. Хвостики обрезали, ниточки все спрятали. Будем пришивать клапан. Вот такая сумочка. Где у нас тыльная часть? Вот наша тыльная часть. Складываем вот так вот на половинку. Так, прикладываем наш клапан. Ну, так, чтобы ровненько. Как-то так. Сколько у нас тут? 2,5. Тут 2,5 по краям. Как-то так. Берем крючок поменьше. Берем 3,5. Так, точно ровно. Вроде ровно. Так, берем наш шнур. Оставляем маленький хвостик. Ну вот, такого вполне достаточно. И протягиваем.
Хвостик чуть-чуть подтянули, но не так, чтобы стягивало наше изделие, а более-менее было свободно. Так, продолжаем. Вытягиваем петельку, делаем косичку. Продолжаем до конца клапана. Дальше покажу, что делать дальше. Так. Ну вот, сделали мы косичку практически до конца клапана. Отрываем хвостик. Будем закрывать этим хвостиком. Так, сделаем еще сюда косичку. Вытягиваем нашу ниточку. И вот как-то здесь тоже делаем как бы косичку. Крючок побольше. Так. И в это отверстие. Вот получилось. Здесь косичка. Так, и здесь оставляли мы хвостик. Вот такой вот. Этого вполне достаточно. Здесь тоже сделаем такую косичку, как бы в начале, этим хвостиком. Ой. Протягиваем ниточку. Заводим за нашу косичку. Все. Вот, пришили красиво, аккуратно клапан. Так, вроде ровно. Хвостики спрячем сами. Так, я еще пришью вот такие вот. У меня есть боковушки, которые соединяют полукольца. Если даже их нет, просто сюда присоединяем обычные кольца. Так, я пришила держатели для полуколец. Вместо них можно было бы, конечно, использовать просто обычные вот эти кольца. Закрепить сюда и присоединить либо цепочку, либо ремень. Пришила также кнопочку, то есть вот у меня так сумочка будет закрываться. Так, и сумочка у меня будет на цепочке. Можно, конечно, вместо цепочки комби ремень, обычный кожаный ремень. У меня она будет на цепочке. Все. Вот такая мини-сумочка готова. Плотная, красивая. Смотрите, какая внутри. Ничего не видно, никаких переходов. Все очень красиво, аккуратно. Если вам понравился мой урок, подписывайтесь, ставьте ваши лайки.